Привет! Это второй урок по основам After Effects. В первой части мы подробно разобрали интерфейс программы. Если ты ее пропустил, обязательно посмотри. Это важно, чтобы дальше не теряться в кнопках и панелях. Изначально я планировал сделать два видео по основам After Effects, но вторая часть получилась слишком насыщенной, поэтому решил разделить ее на две – теория и практика. Сегодня теория. Ты узнаешь, как работают ключевые кадры, какие бывают типы анимации, как читать и настраивать графики движения и зачем вообще все это нужно. А уже в третьем видео из этой серии будет небольшая практика. Мы вместе сделаем анимацию плашки с логотипом, а заодно разберемся, как правильно сделать финальный рендер. Погнали! Прежде чем мы перейдем к самой анимации, давай разберемся с базой, с тем, на чем вообще строится вся анимация в After Effects. Это ключевые кадры и графики. Ключевые кадры – это точки на таймлайне, в которых ты задаешь значение какого-то параметра. Например, позицию, прозрачность или масштаб. Заанимировать можно любые параметры, возле которых вы увидите вот такие часики. Если поставить один ключ в начале, а другой в конце, After Effects сам просчитает движение, либо переход между ними, то есть любое изменение параметров. Это и есть анимация. Так что можно сказать, что анимация в After Effects – это просто изменение значений между ключевыми кадрами. Ты ставишь ключи в разные моменты времени, и After Effects сам создает переход между ними. Что нам делать, если мы хотим проанимировать какой-либо объект? Разберем на примере простейшей анимации. Для этого создадим shape. Сделать это можно, нажав вот на эту иконку в панели Tools. Зажав левой кнопкой мыши, выскочит дополнительное меню, где мы можем выбрать вид нашего шейпа. Shape – это геометрическая фигура. Давайте выберем звезду. Нарисовать shape можно, зажав левой кнопкой мыши и потянув вправо либо влево. При этом, если мы зажмем Shift, то он выровняет его по нижнему краю. Раскроем параметры Transform. Параметры Transform есть у всех слоев, и их список одинаковый. Будут это шейпы, слой с видео, с изображением, Solid слой, Adjustment, текстовый слой. На всех слоях будут одни и те же параметры. Это Opacity, прозрачность, Rotation, вращение, Scale, масштаб, Position, положение и Anchor Point. Anchor Point мы подробнее разбирали в первом уроке, сейчас мы на этом останавливаться не будем. Вызвать нужный нам параметр мы можем также горячими клавишами. Я советую сразу запоминать их и использовать в своей работе. Они очень ускоряют процесс анимации. Я сверну все параметры. Например, если я хочу вызвать параметр Position, то я нажимаю английскую клавишу P. Если я хочу вызвать масштаб Scale, то я нажимаю S. Если я хочу изменить поворот Rotation, то я нажимаю R. Казалось бы, чтобы изменить прозрачность, мне нужно нажать буковку O и вызвать параметр Opacity. Но здесь есть небольшой подвох. Opacity вызывается кнопочкой T, потому что прозрачность это Transparency T, а Opacity это непрозрачность. Итак, чтобы создать анимацию, необходимо указать начало и конец анимации, а также сказать программе, на каком моменте это должно происходить и сколько она должна длиться. Для этого мы двигаем тайм-индикатор в нужную нам точку, где хотим, чтобы начиналась наша анимация. Раскроем снова параметры Transform и поставим часики на параметре Position, положение. Мы видим, у нас вот здесь на таймлинии появилась точка. Это и есть наш ключевой кадр, keyframe. А также мы видим, что значок часиков стал синим цветом. Это значит, что мы как бы активировали режим анимации для конкретного параметра. Далее, чтобы заанимировать объект, мы перейдем на 20 кадров вперед, где мы хотим, чтобы у нас был конец нашей анимации, и передвинем данный объект. Сделать это можно либо зажав левой кнопкой мыши на параметре позиции и передвинуть его вправо или влево, также вверх либо вниз. Либо мы можем передвинуть мышкой сам объект, при этом зажимая Shift, чтобы перемещение происходило строго по горизонтальной оси. Например, передвинем его вот сюда. И After Effects автоматически просчитывает движение между этими кадрами. Давайте посмотрим, как это выглядит. Если мы проиграем анимацию, мы видим, как двигается наш объект. Например, мы хотим, чтобы движение происходило более плавно. Для этого нам необходимо передвинуть наш ключевой кадр, например, на 20 кадров вперед. Сделать это можно, зажав его левой кнопкой мыши и просто перетянув вперед. Вот сюда, на 20 кадр. Теперь, если мы проиграем анимацию, то мы видим, что наш объект двигается уже более плавно, более медленно. Если мы хотим передвинуть наш ключ обратно, например, на первую секунду, мы ставим ползунок на эту первую секунду, зажав ключ, мы начинаем его перетягивать. И бывает такое, что мы не можем попасть ровно на линию на эту. Для этого мы зажимаем Shift
и происходит как бы примагничивание ключа к этой линии. То есть я вот веду дальше, а ключ остается на месте. И в определенный момент он соскакивает. То есть вот в этой области он как бы примагничивается. Также для примера давайте анимируем еще несколько параметров. Параметр Scale. Здесь также на 10 кадре мы поставим ключик. Здесь у нас значение масштаба будет 100%. Перейдем на 20 кадров вперед. Давайте передвинем немного нашу анимацию, чтобы она длилась чуть дольше. И изменим значение масштаба, например, пусть на 50%. Проиграем нашу анимацию, посмотрим, что произошло. Теперь помимо движения объекта, у него анимируется еще и изменением его масштаба, так как мы задали 2 ключевых кадра по изменению масштаба. Давайте еще проанимируем значение Rotation, вращение. Здесь есть 2 параметра. Первая цифра означает количество полных оборотов, которые совершает объект. Вторая цифра это градусы, на которые также вращается наш объект. При достижении 360 градусов мы видим, что у нас объект совершил 1 полный оборот и в первом значении появилась единичка. Если я буду крутить дальше, то он сделает 2-й оборот, 3-й и так далее. Сбросим на 0, поставим ключик, перейдем в наш следующий кадр и поставим здесь, например, пусть будет 280, 290. Посмотрим, что произошло. Вот таким образом мы заанимировали наш объект. То есть мы проанимировали параметр позиции, масштаба и вращения. Посмотреть все анимированные параметры на данном слое можно, нажав горячую клавишу U. Он открывает нам все ключи, которые созданы на данном слое. Какие же типы анимации существуют? Я подготовил вот такой пример. Скачать данный файл ты сможешь в моем телеграм-канале. Давайте разберем его. Здесь мы видим 4 одинаковых объекта. Различаются они только цветом. У них у всех есть анимация по позиции, то есть с течением времени изменяется положение этих объектов. Они двигаются. Начало движения с 0-го кадра. Конец движения через 2 секунды, соответственно на 60-м кадре. Давайте посмотрим, как это происходит. Мы видим, что начальные и конечные точки у них одинаковые. Продолжительность анимации тоже совпадает. Но почему же визуально их движение отличается? Все дело в графиках движения. Существует 4 основные типа движения. Давайте по очереди их разберем. Подробно останавливаться не будем, потому что это тема для отдельного видео. Рассмотрим самую базу. Итак, первый тип движения линейный. Linear. Я выделю наш слой и нажму горячую клавишу U. Мы видим 2 наших кейфрейма, на первом и на 60-м кадре. Это линейное движение. Такой тип движения After Effects создает по умолчанию, когда вы ставите ключи. Выглядят эти ключи в виде ромба. Движение в таком случае происходит равномерно от одного ключа к другому, без ускорения и без замедления. Если приводить пример, то это как движение шестеренки в часах или вращение планеты вокруг своей оси. То есть ее движение всегда одинаково, она не замедляется и не ускоряется. Второй тип движения это Easy Ease, плавное начало и плавный конец. Я снова выделю наш слой, нажму горячую клавишу U и раскрою ключи на данном слое. Мы видим, что эти ключи уже выглядят в виде часиков. Это и значит, что на них уже тип движения Easy Ease. Мы можем раскрыть график, нажав вот на эту иконку и посмотреть на него. Я немного увеличу. У нас есть 2 типа графиков. Это Value Graph, график изменения параметров, и Speed Graph, график изменения скорости. Мы будем работать со Speed Graph. Посмотрите, чтобы у вас здесь стояли такие же галочки, как у меня, чтобы график отображался таким же образом. При таком типе движения наш объект медленно начинает движение, разгоняется, а потом плавно замедляется к концу. Как пример, автомобиль, едущий от светофора к светофору. То есть в начале движения плавный разгон, происходит пик скорости и потом плавное торможение. Мы также это можем видеть и на графике. На графике мы видим по оси X у нас это временная шкала, то есть это время, по оси Y это у нас скорость движения нашего объекта в пикселях. В начале у нас скорость 0, затем она начинает плавно нарастать. На первой секунде анимации она достигает своего пикового значения и далее наш объект начинает плавно замедляться. Я включу нашу анимацию, мы увидим это. Мы можем редактировать наши графики. Для этого нам необходимо выбрать его конечные или начальные точки, например, выберем конечную, и потянуть вот за это усико. Вот сюда. Давайте максимально влево потянем. И левый усик мы также возьмем и потянем максимально вправо. Теперь мы видим, что наш график выглядит вот таким образом. То есть теперь все основное движение нашего объекта происходит буквально за несколько кадров в середине. То есть это 1, 2, 3, 4, 5 кадров. Все остальное время он
Либо плавно-плавно разгоняется, либо плавно замедляется. Давайте посмотрим. Ctrl-Z, я все верну. Каким образом мы можем задать такой тип графиков? Я сейчас выберу эти два ключа и зажатым Ctrl щелкну по ключику. Они вернутся на линейный тип анимации. Для того, чтобы включить анимацию Easy Ease, нам необходимо выбрать наши ключи, правой кнопкой мыши нажать на одном из ключики и в параметре Keyframe Assistance выбрать Easy Ease. Таким образом мы задаем этот тип анимации. Либо мы можем также выбрать наши ключи и нажать горячую клавишу F9. Далее у нас есть еще два типа движения, это Easy Ease In и Easy Ease Out. При движении Easy Ease In у объекта в начале максимальная скорость и к концу эта скорость падает. Давайте посмотрим график. Выделим наши ключи, нажмем на иконку графика. Мы видим вот такой график. То есть вначале у нас максимальная скорость, которая со временем начинает плавно падать. Мы также можем изменить этот график, выбрав вот этот край, потянув его влево, мы сделаем скорость в начале движения еще более высокой и более плавное замедление. То есть мы видим, как это происходит. Если приводить пример, то это как пуля, вылетающая из ствола. В момент, когда она вылетает из ствола, у нее максимальная скорость. Она летит, и с течением времени ее скорость постепенно падает. И в конце концов ее скорость вообще теряется, и она падает. Хуёвый из меня какой-то рассказчик, блядь. Вернем на график по умолчанию, я нажму Ctrl-Z. Easy Ease Out это по сути зеркальное отражение графика Easy Ease In. Выглядит он следующим образом. То есть здесь мы наоборот видим плавное начало и быстрый конец. Как пример, это разгон самолета перед взлетом. То есть вначале его скорость равна нулю, он постепенно начинает ускорение. И в конце, перед тем, как оторваться от взлетной полосы, у него уже максимальная скорость. Мы также можем отредактировать этот график, сделать старт более плавным. Таким образом мы увидим вот такое движение. То есть у нас объект долго подготавливается к старту и быстро в конце разгоняется. Также у нас есть еще один тип движения, это Hold, задержка. Его ключи выглядят вот таким образом. Включить их можно, выделив нужные нам ключи, нажав правой кнопкой мыши и выбрав в этом меню Toggle Hold Keyframe. Что это за движение? Давайте посмотрим. То есть это вот такое скачкообразное движение. Изменение параметра происходит именно в момент достижения нашего ползунка, нашего ключевого кадра. Объект резко меняет значение параметра без промежуточной анимации. На этом с теорией все. Мы разобрали ключевые кадры, типы анимации и графики. Это основа, без которой невозможно делать осознанную и красивую анимацию в After Effects. Теперь ты понимаешь, как это все работает, а значит можно переходить к практике. В следующем видео мы вместе сделаем анимацию плашки с логотипом и подготовим видео к рендеру. Если было полезно, ставь лайк, подписывайся на канал и пиши в комментариях свои вопросы и какие темы тебе особенно интересны. А если хочешь еще больше полезных материалов по моушену, загляни в мой телеграм-канал, ссылка в описании. Увидимся в третьей части.